Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это настоящие новости страйкбола. Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. Если прошлый выпуск был в основном про антураж, то этот больше про эффективность, а некоторые производители вообще устроили какую-то дичь. Начать хочу с новинки от Tagin, которая как минимум встряхнет рынок страйкбольной пиротехники, а может быть даже перевернет. Многие привыкли к тому, что продукция Tagin — это топовый сегмент пиротехники, соответственно, не бюджетный. Я не знаю, что произошло, но таги решили выпустить самую бюджетную страйкбольную гранату с активной скобой. Называется новинка AFG-6. Корпус вспененный полимер и картон, внутри горох и пироэлемент, эквивалентный 4-му Корсару. Помимо активной скобы, из фишек можно отметить диаметр 40 мм, как у егеря, время задержки всего 2 секунды и цену в 125 рублей за штуку. Граната с активной скобой от Tagin за 125 рублей. Выглядит как идеальный вариант для зданий и CQB. Самое то к зимнему сезону. Новинка в скором времени должна появиться в продаже в магазине страйкбольной пиротехники Бабахи. Ссылку на сайт я оставил в описании. Можете уже звонить и делать предзаказы. Еще таги опубликовали видео с пусковыми устройствами Kickshell и выстрелами к ним, которые называются RPR HVS. А можно название попроще? Если кто пропустил, это полностью механическая система гильз и выстрелов, которая не требует ни газа, ни электричества. Чистая механика. Взвел, выстрелил, бахнул. И неважно, какая там температура за бортом или какой там заряд аккумулятора. Цены такие: 5900 за пусковое и 200 рублей за выстрел. Ну, точнее, 2000 рублей за 10 выстрелов. Продаются они коробками. Посмотреть вживую и приобрести все это дело можно будет уже на сутках на броне в палатке Tagin. Понятия не имею, чего такого забористого употребляют ребята из ВЕ, но они сделали вот это. Да, это М16А3 с магазинами от ПП. Еще и газовая. Называется М16А3 PCC. Названием, в принципе, все сказано. Пытаясь постигнуть высокий смысл целесообразности этого продукта, я было подумал, что там используются стандартные глоковские магазины, чтобы владельцы глоков могли использовать их в карабине. Но нет, магазины там свои уникальные, да еще и емкостью 50 шаров. Есть ли у этого чуда инженерной мысли огнестрельный прототип, ответить затрудняюсь. В принципе, в США каких только гражданских монстров не наплодили на основе арок. Может быть даже и такое. Ценник на страйкбольную версию называют в районе 300-350 долларов. Еще одна странная новинка в этот раз от Gephistus. Помните, в ролике про сутулую собаку я стебал приклад, которого там нет. И вместо которого там стоит респланка, на которую вы можете поставить, например, приклад от SIG MSX или все, что вам позволит ваше воображение. Например, прицел, ЛЦУ, тактическую рукоятку и все что угодно. Так вот, Gephistus сделали такую планку складную, да еще для газовых АК от GHK. Зачем это нужно на газовых АК, которые в основном про антураж, понятия не имею. Но разработчику виднее. По идее, эти адаптеры помимо GHK должны вставать на АК от LCT, но точно ли их можно туда поставить без всякого перепила, не скажу. Ценник и когда это начнет продаваться, пока тоже не знаю. Компания ICS объявила конкурс на лучший комментарий об одном из их 4 продуктов: Cord PRS, SAR 911, Hi-Capa Challenger и привод Dagger. На половину из этих продуктов, кстати, я делал обзор, эти видео есть на нашем канале. Для участия в конкурсе необходимо подписаться на их фан-канал на Фейсбуке, ссылку я оставил, оставить комментарий, почему вам нравится именно эта модель, и поделиться записью у себя на странице, разумеется, на Фейсбуке. И ждать. Напоминаю, что официальный дистрибьютор компании ICS в России — это магазин Airsoft Store. Кстати, на этой неделе в Airsoft Store приехала поставка снаряжения от Vortec. В наличии броники, подсумки, пояса и лямки для них, оружейные ремни и различные аксессуары. Следующая поставка ожидается только в конце сентября этого года, то есть скоро. Еще в Airsoft Store приехало много разных прицелов, магниферов и ЛЦУ. Есть популярные модели EOTech, Aimpoint и ACOG. И если вы планировали прикупить к закрытию прицел, переходите по ссылке в описании, там есть целый каталог. Компания Recover Innovations выпустила достаточно необычное крепление для прицелов на пистолеты Glock. Новинка ставится на слайд в районе целика, при этом снимать механические прицельные не требуется. По бокам есть выступы, чтобы вам было удобно взводить затвор даже мокрыми от потной катки пальцами. Это крепление полимерное, но настолько прочное, что производитель даже дает на него пожизненную гарантию. Установка прицела происходит на стандартную респланку, поэтому поставить туда можно все что угодно, хоть загонник, если вам это очень сильно нужно.
Российская мастерская с обнадеживающим названием «Свояк» работает над электролоудером собственного производства. Помимо автоматической зарядки шаров, фишками лоудера является возможность считать шары и заряжать сколько нужно. Зачем это нужно? Ну, например, для спортивного направления и соревнований, где строго регламентируется количество шаров в магазине. Согласитесь, что автоматически считать намного проще, чем вручную. Ручной вариант приспособы для подсчета шаров у мастерской, кстати, тоже есть. И они у себя в группе даже выложили 3D-модель. Можно скачать и напечатать. А продолжая тему спортивного страйкбола, Imba Gear готовят новинку, которая должна понравиться всем, кто участвует в различных страйкбольных соревнованиях. Это низкопрофильный харнес для спортивного страйкбола из спидсофта. Фиксация происходит с помощью цепкой липучки без использования фастексов, что важно для плотного CQB. Если нет пластиковой фурнитуры, то ее вам не разобьют шарами, и она не будет цепляться за покрытие пола во время подкатов. Эластичная система креплений с липучкой позволяет точно подогнать размер под человека. Можно настроить как на очень худых, так и на плотных спортсменов, сохранив эластичность. В комплекте сам харнес, пара кап и флеш-панель на 7 ячеек Молли Минус. Кстати, флеш-панель сделана из сквадрона. Используя разные комбинации флеш-панелей и подсумков, игрок имеет возможность расположить магазины, как ему будет удобно. А в случае необходимости быстро перенастроить пояс, просто меняя панели, которые крепятся на специальную цепкую липучку. Харнес будет выпускаться в разных расцветках, планируемый ценник 2800 рублей за штуку. Купить новинку можно уже будет в октябре этого года в магазинах Airsoft Rus и Airsoft Store. PDI выпустили внутренние стволики для MP5A5 Next Generation Recoil Shock от Tokyo Marui. Учитывая, что этот привод появился совсем недавно, весьма оперативно. Линейка стволиков представлена тремя моделями с диаметром 6,15, 6,08 и 6,05 мм. Длина у всех трех моделей стандартные 229 мм. Версии, которую нужно прятать под глушитель, нет. Ценник там в зависимости от модели и диаметра от 3400 до 3700 рублей за штуку. Ну и новость от SNT, которая выбивается из общей повестки дня, потому что она про антураж. SNT готовят к старту продаж спринговую версию винтовки Mosin M1891 с ложей из настоящего дерева, чтобы страйкбольные снайпера могли прочувствовать всю крутость олдскульной винтовки в поле. А не только созерцая ее на полке вместе с другими газовыми игрушками, которые по большей части не играбельны в условиях страйкбола средней полосы, и тем более в снайпинге. Принцип работы точно такой же, как у всех винтовок ВСР типа. Насколько стандартные там детали, я не знаю. Емкость магазина 37 шариков, общий вес 3 кг 400 грамм, длина 1 метр 240 сантиметров. Ценник на наши деньги 32 тысячи рублей. А у меня на этом все. Как всегда, предлагаю поддержать наш канал активностью в комментариях и вашими уверенными пальцами вверх. Это реально очень нужно для продвижения на YouTube в последнее время. С вами был Евгеньевич. До скорого!